Винсент. Винсенту Малою 7 лет уже стало. Всегда вежлив и делает то, что сказал он. Для ребенка он мил и очень умен. Но Винсентом Прайсом хочет быть он. Он не против с сестрой жить, с собакой, с котом. Но с летучей мышью разделил бы он дом. Там придуманный ужас им мог быть изучен. В темных холлах бродил бы, одинок и измучен. Винсент мил, когда тетя его навещает, но в мыслях он воск ее труп опускает. Любит опыты ставить он с псом Аберкромби в надежде создать ужасного зомби, чтобы он со своим зомби-псом нет страшней мог на поиски жертв идти в лондонской мгле. Его мысли не только о злом преступлении. Любит он рисовать, тратит время на чтение. Пока дети читают свои книги про Джейн, Эдгар По, этот автор Винсенту родней. Как-то ночью, читая рассказ пострашнее, он прочел предложение и стал мело белее. Столь ужасная новость, он был сам не свой, ведь жену его в землю зарыли живой. Раскопал он могилу, убедиться, мертва ли. Он не знал, что могилой была клумба с цветами. В его комнату мама его отослала. В башню смерти он изгнан, теперь это знал он. В ней он был обречен доживать свои дни. Один, у портрета прекрасной жены. Одинок и безумен, он в свой склеп замурован. Мама вдруг ворвалась к нему в комнату снова и сказала: «Захочешь, можешь выйти играть. Светит солнце снаружи, день каких поискать». Винсент очень старался, но сказать не сумел. За года изоляции он ослабел. Тогда взял он бумагу, нацарапал пером: «Никогда мне не выйти. Завладел мною дом». Его мама сказала: «Ты не почти мертв, ты в здравом уме. Эти игры лишь только в твоей голове. Ты не Винсент Прайс, ты Винсент Малой. И ты не безумен, не измучен судьбой. Ты мальчик, мой сын, тебе всего 7. Я хочу, чтобы ты вышел, веселился со всеми». Прошел ее гнев, она шла через зал. А Винсент в то время к стене отступал. Скрипела, дрожала, качалась все дико. Его сумасшествие пика достигло. Он Аберкромби со зомби увидел. Услышал он крики жены из могилы. Мерзких претензий поток шел из гроба. Тянулись скелеты сквозь стены в разломах. Каждый страх его жизни сквозь мечты просочился. Криком ужаса смех сумасшедший сменился. Чтобы сбежать от безумия, он к двери тянулся, но безжизнен и слаб на полу растянулся. Очень медленно, тихо звучал его голос, когда строчку из Ворона По произнес он. Из расплывшейся по полу тени душа моя вверх полетит. Уже никогда.